Каждый год из мест заключения освобождается примерно 100 тысяч человек. Больше половины из них, 58%, совершают преступления повторно. Бывшие заключенные не находят себе места в обществе. От них зачастую отворачиваются друзья и семья, а работодатели не хотят нанимать людей с судимостью. А ведь именно стабильная и оплачиваемая работа помогает людям, отбывшим заключение, нормально интегрироваться в общество. Не найдя работу, человек попадает в порочный круг, совершает преступление, возвращается в тюрьму, и все начинается заново. Даже пара месяцев, проведенных в тюрьме за какую-то глупую ошибку, становится клеймом на всю жизнь. Образовательная онлайн-платформа Skillbox запустила первый в России проект по обучению и возвращению в общество людей с судимостью. Бывшие заключенные могут получить востребованную профессию, бесплатно отучившись на курсах Skillbox. Любых, от кулинарии до дата-анализа. А после завершения обучения Skillbox помогает найти работу. Уже сейчас они собирают список компаний, готовых нанимать людей с судимостью как на фриланс, так и в офис. Этот проект даст бывшим заключенным знания и навыки, которые помогут вернуться к нормальной жизни, а не в тюрьму. В 7 классе я учился хорошо, но не важна была учеба. Важна была, наверное, оценка от одноклассников. То есть у нас в школе были такие чуваки, которые как сейчас модное слово буллинг. Такое довольно-таки обзывание, как обычно, наверное, в школах бывает. И я очень переживал за то, чтобы попасть. Нарваться. Да, нарваться. И приходилось как-то с ними взаимодействовать, типа мы друзья. Но мы не были друзьями. И почему-то не было вот этой темы прийти домой и рассказать, поделиться, Я это все в себе носил. Это, слушай, мне кажется, стандартная история для нашего поколения. У меня было то же самое. Не принято с родителями разговаривать. У нас учителя на это смотрели все сквозь пальцы. Максимально мне казалось, что все против меня. И, наверное, с того времени я стал на расстоянии держать людей и максимально не открываться. Уже на тот момент в мою жизнь пришли алкоголь, легкие наркотики. Я не помню, как меня это завлекло. Такие первые какие-то воспоминания. Брат мой курил сигареты, и он пришел в кино, мы были в кино, он пришел, от него пахло табаком. Мне показалось, как будто он настолько свободен, что он может позволить себе и не боится. И, соответственно, на следующий день я попробовал курить. Потом я увидел, как нюхают клей. И я тоже долго не раздумывая нашел этот клей дома, и, соответственно, был клей. Все знакомо очень, да. Я не поступил в 3 института, хотя была прям максимальная возможность. Я пошел в ПТУ, потому что учился там мой брат, мне показалось. Это будет прикольно, потому что есть с кем пообщаться. То есть этот выбор принимался вот так. Я употреблял постоянно. Алкоголь, легкие всякие наркотики, порой тяжелые, но в легкой форме, так скажем, не употребляя их внутривенно. Я так понимаю, эта часть, наверное, была все-таки таким социальным явлением, потому что я, ты, наверное, не один это, да, был, наверное, в компании. Я знал, что эти ребята употребляют наркотики тяжелые, и они были одеты, у них первые мобильники, машины, и я думал, то есть мне казалось, что это взаимосвязующие звенья. То есть если ты употребляешь, то, соответственно, вот это. Я же вообще не анализировал. Что после армии было, как жизнь складывалась? Торч прям лютый, уже по тяжелой. Причем от внутривенного употребления меня отделял это единственный страх – это
антисанитария. Мне казалось, ну, как-то это же прям как это вот может так вот взять и в подъезде. Но в какой-то момент, там, будучи в таком нетрезвом состоянии, я шагнул в это и на следующий день уже стал прям употреблять систематически. Ну, то есть, и все. И в какой-то момент, соответственно, меня поймали с наркотиками. Я до последнего думал, что как бы я же ничего не делал раньше такого, то все обойдется. Но не обошлось. Ну, в общем, меня как бы дают мне срок. 4,5 года. Я выросла в городе Старая Русса, Новгородская область. Как бы воспитывалась мамой и папой, но жила с бабушкой. В школе я была откровенно оторвой. Я хотела, конечно же, стать звездой. Занималась музыкой, я там с 9 лет писала рэп. После школы я начала учиться на экономиста в бухгалтерский учет. Да, ну, не знаю, это мне казалось в нашем городе такое-то, что-то звучало престижно, ну, просто звучало. Я работала ночью в шаверме за 600 рублей за смену. Приходила с утра на учебу, иногда не приходила, потому что просто никакая была. Я просто спала, я помню, мне преподавательница даже как-то приносит конфетку, говорит, спи, спи. Они знали все, что я работаю, денег не хватало. Ну, конечно, их никогда не хватает, но хочется там себе в детстве и новые кроссовочки, и то, и другое. Мне, так как зарплаты были маленькие у родителей, не могли это позволить. Закончила ты колледж, да? Да, нет, к сожалению, не закончила. Я забрала документы и уехала жить в Питер. Мы жили с подругой, мы с ней ругаемся. Я говорю, все, я сейчас собираю чемодан, уезжаю в Питер. Она говорит, ну давай. Я собираю чемодан, у меня 500 рублей в кармане. Я помню, забронировала Блаблакар, заплатила там 300 рублей за него, и мне остается 200. Я еду, просто у меня ни друзей в Питере, ничего. Ну и как-то вот так вот перебежками я выпуталась и все-таки начала жить. Где работала? Ой, я в разных местах работала, то есть от бариста там, до продавца одежды, ну вообще там до листовки там раздавала, ну все за что угодно хваталось. Вот, потом я узнала, что есть такой сайт интересный. Какой же? Там, конечно же, насмотревшись рекламы, я подумала, ой, как много людей зарабатывают, надо бы попробовать. Слушай, ну вот знаешь, мне всегда интересно было, ты как бы действительно не понимала, ну, чем это может обернуться, или же это просто вот по молодости как бы чувствуешь себя бессмертным, все пофигу и как бы не обращаешь внимания? Слушайте, тут прям два в одном. Я, когда ходила, мне казалось, что меня не видно, что я в каком-то плаще-невидимке, когда я раскладывала эти закладки, что меня никто не видит. То есть я не могу попасться. У меня было такое чувство прям. Сколько ты проработала всего? Какое время? Слушайте, это 4 недели. До того, как мне вынесли первую меру, я там была в ВВС, изолятор там временного содержания. Там я провела где-то 10 дней. И после этого меня повезли в СИЗО, когда мне дали первую меру 2 месяца. Как близкие, родные, друзья вообще отреагировали? Как получилось? То есть мне не дали права звонка, ну, потому что там такая статья. И, то есть у меня телефон был выключен 3 дня. И не включая там телефон, не говорят маме, что со мной все хорошо. Со мной едет ко мне домой 2 опера, 3 конвоя. Мой друг еще был. И 2 понятых. И еще полицейские. То есть и мы вот этой толпой ночью едем ко мне домой на обыск. Мама не ожидала, мама живет с гражданским мужем. Вот сейчас я прям ее лицо вспоминаю. Вначале я в домофон позвонила. А говорю, открывай просто. Мне сказали самой сказать. Я говорю, хорошо. Потом я звоню в первую дверь. Она подходит к глазку, разворачивается и уходит. Я вообще не понимаю. Я еще раз звоню, потому что они на меня давят, как бы, давай, звони еще. Я говорю, ладно, хорошо. Я звоню, звонок еще раз, открывает мамин гражданский муж, и я захожу, мама с таким лицом стоит. Ну, они, во-первых, ночь, 3 часа ночи, они такие сонные, ничего не понимают.
Собака там у меня начинает моя гавкать. Я говорю: мам, не переживай, пожалуйста, не плачь, все хорошо. Они прошли, там произвели обыск у меня. И я помню вот самое их снисхождение ко мне, это они мне разрешили в душ сходить. Конечно, с открытой дверью, чтобы я, наверное, ничего не сделала с собой, но мне разрешили сходить помыться. И потом увезли меня на ИВС. Я маме говорю: мама, у меня завтра суд, приди, пожалуйста, ко мне. На что мне мама отвечает: я не пойду никуда, у меня завтра работа. Я ее понимала, я на это не обиделась. Я понимала, что она одумается. Потом я говорю: мам, можно я тебя обниму последний раз? Я говорю: мы теперь вообще не увидимся. И она говорит: нет. Я говорю: ну, пожалуйста. Она говорит: нет. Я начинаю обнимать, она меня отталкивает. Ну и все. Я говорю: блин, прости, и ухожу. Ну и, собственно, пошел какой-то тюремный срок. Меня там устроили на промзону. Я там поучился даже, парикмахером стал. Все было нормально, пока я опять не начал там употреблять. Там первое впечатление – это злая тетка, которая не дала мне зажигалку. Когда я говорю: у меня есть одна сигарета, я очень хочу курить, но у меня нет спичек. Я говорю: дайте мне, пожалуйста, прикурить. Она говорит: ты не в ресторане. И закрывает меня, захлопывает дверь. Ну, я ложусь на эту скамеечку. И вот эти чувства, я не знаю, я помню, что я легла на эту скамеечку и начала плакать. И вот потихонечку начало приходить осознание, что я тут надолго. Я немного отсидела, всего отсидела полгода. Мне дали условный срок 8 лет. Условный срок – это значит то, что я под надзором у инспектора, который вот на воле находится. Я должна приходить отмечаться. Я не могу улететь за границу. Я, если куда-то в другой город собираюсь, я обязана там прийти, там что-то написать. Ну, вот все такое. То есть я под надзором. За мной всегда смотрят. Если я там где-то накосячу, что-то сделаю, я могу снова вернуться. На протяжении 4 лет я ходил и думал, как я буду иногда употреблять и кайфовать. Все рухнуло после первого дня освобождения. Просто был в хлам и с полными карманами. И я поехал еще дальше. К сожалению, у нас в стране очень большой процент рецидива. Мы регулярно слышим такие цифры, как 50-60%. Это, к сожалению, правда. То есть каждый второй. Да. Как сейчас, грубо говоря, дела обстоят? Осужденным интересуется только, если он совершил преступление, либо находится в местах лишения свободы. А он вышел, и как бы про него забывают, пока он снова не совершил преступление, да? И не попал в поле зрения органов. Но мы считаем то, что все-таки желательно помочь ему, потому что если он много отсидел, долго, и эта помощь ему просто необходима. У него все социальные связи утеряны, и мир меняется вокруг. И вот именно если есть помощь близких, родных, друзей, больше вероятность того, что человек сможет зацепиться, и как бы выйти на правильную, на прямую дорожку. Вот. А если все от него начнут отворачиваться, то как бы большая вероятность того, что он уже знает, как там. Думает: что зачем меня, я иду на работу, меня там не взяли, тут не взяли, пойду бабку ограблю какую-нибудь, и нормально. Поймает, мне уже не страшно, я там был уже. Меня очень интересовали очень всякие вот эти вопросы. Они в первую очередь интересны были мне про себя. Почему как бы вот возвращаются, почему мне здесь спокойнее, почему там неспокойнее. И единственный, наверное, ответ, который я накопал, он может быть банальный, но это моя гипотеза. Так спокойнее психики. Возвращаются в тюрьмы там, в тюрьмы или там к употреблению. Куда-то туда, где все понятно. Психике спокойно, когда есть какой-то режим там или еще что-то. Ну и вот как это осознание пришло, что жизнь надо менять-то? Я как бы вышел, это было 29 лет мне. Начались первые проблемы. Они были, но они усугубились. Это проблемы со здоровьем. У меня был приступ панкреатита, я позеленел, и врач мне говорит, это был при маме причем, он говорит: я не знаю, у
он может умереть, мы не можем... Ну, я не знаю, как ему помочь, он сам себя довел. И это прям максимально страшно. Я начал видеть последствия. То есть люди начали вокруг меня умирать, там, условно, мой знакомый, мы там с ним как бы употребили, он там закурил сигарету и упал. И я его начал как бы там откачивать, вызвал скорую. И они приезжают, говорят, он умер. Ну, а как? И в какой-то момент я понял, что, скорее всего, я умру. И пошел как бы домой, сказал, ну, вот помогите. И я прямо осознанно очень сильно захотел жить. Начнем с банального, да. Первая роль – это ребенок-герой. Дальше я попал вот в реабилитационный центр, побыл, приобрел, задышал. Но как бы центр центром, дальше надо было выходить из центра. Я обнаружил себя, я, наверное, даже еще не прожил эту соцадаптацию после тюрьмы. Я понял, что у меня нет банковской карты, и я даже не знаю, как это делать в 30 лет. Я не знаю, что такое плата за ЖКХ. После тюрьмы мне кажется, я вообще изменилась. Я отходила, вот, наверное, месяца полтора. Я была какая-то не в себе, прям ходила. Тяжело отойти от тюрьмы, когда ты привык. Первый день я вышла вообще как обезьяна. У многих там, наверное, почти у всех такое чувство, что ты должен себя постоянно защитить, если сможешь. И вот ты выходишь такой весь дерганный, такой, с легкой такой агрессией, такой... Вот первая, говорю, смешная такая трудность для меня. Мне дают в руки телефон, а я не понимаю за полгода, что с ним делать, куда нажимать. Мне так непривычно, я отдала обратно. А там не было разве? Нет, телефонов в женских тюрьмах нету вообще. Я выхожу, мне кажется, что я как-то не так одета, еще там что-то. Не знаю, что на меня все смотрят. Потом автобусы. Я забыла, как ходят, какие номера, куда они ездят. То есть я передвигалась там первые 2 недели с мамой рядом. Я помню, что я не мог подойти точно на остановку. Мне было страшно. Ну, на автобусную остановку я не подходил. Я вставал рядом и запрыгивал в автобус только потом. В магазинах первое время у меня вставал вопрос, как бы, что, типа, серьезно, надо заплатить деньги за товар, а не просто его взять и унести, если я умею. Но я понимал, что по-другому не получится. Плюс стереотипы определенные очень сильно мешали. Расскажите в 2 словах, как вообще родилась идея этого проекта? С этой идеей пришло агентство. И агентство говорит, слушайте, ну вот есть же целый слой людей, которые в стране, как бы после того, как вышли, они незаметны, им очень сложно устроиться, вернуться в общество. А вы вроде как общество меняете. Может, вы поработаете с этими людьми, и вот тут как бы всех так... Это вызов огромный, потому что это правда такая. Это реальность страны. Если мы можем убрать прошлое, человек искупил вину перед обществом, и можем дать ему профессию, которая не волнует, что у тебя было, так это вообще просто какая-то магия. Помню, была встреча первая в СИН. Это было, ну, как бы смешно. Хипстеры приехали в СИН. Представляю, да. Это было такое впечатление. Мы идем по этим долгим коридорам, поднимаемся по лестнице, нас ведет, мне кажется, госпожа майор в форме, в звании идет. Мы идем, доходим в кабинет, садимся за какой-то, это даже не переговорная комната, не знаю, какой-то, наверное, высвободили кабинет под нас, было, как так выглядело. Мы рассказываем идею. И мы видим реакцию вот, всиновцев. У них челюсти отпали. Они говорят, ну это, конечно, будущее. До этого не было такого как, предложения. То есть они услышали, правда, новое. Тут они слесарей готовят и швей-мотористок, а тут дизайнера.
Это совсем новое. Такого не было никогда. Мы такие, так это, нет, мы готовы сейчас сделать. А сколько это стоит? А Skillbox в этот момент приехал бесплатно сделать. Мы хотим это сделать бесплатно. Мы на наш счет. Он говорит, бесплатно. У них прям, вылетели из орбиты. И дальше все, конечно же, сошло на нет. И много-много-много проблем. Потом агентство придумало решение другое. Хорошо, если ФСИН закрыл нам путь, давайте возьмем тех, кто вышел только что. И мы решили попробовать провести эксперимент. Как сейчас это все выглядит? Первое – это те, кто уже вышел, и те, и организации, которые поддерживают тех, кто сидит, и вышедших. Мы сейчас находимся в стадии такого эксперимента. Мы 4 раздали доступ, 4 вышедшим, и они активно учатся. Я нахожусь там в чатике вместе с ними, я смотрю, как они проходят, как принимают их домашки, как они проходят курсы, как они жалуются, как они перебарываются. То есть видно, что они живут, это очень круто. Уже начала учиться Skillbox на веб-дизайнера. То есть я очень надеюсь, что я хорошо освою эту профессию, потому что пока что мне это легко дается, и мне это нравится. Какой ты выбрал специализацию? Java-разработчики. С нуля. Я вот сейчас вникаю. Очень прикольно. Продвижение Инстаграм. Java-разработчик. Мне понравилось, о чем там говорится. То есть, вообще, чему научат. Важна история. То есть мы ожидаем, что они станут некоторым примером для тех, кто вообще даже помыслить себя в этом не может. Ведь самая большая проблема не в том, что институции блокируют какие-то вещи. Самая большая проблема в человеке, который, условно говоря, вышел, и вот он вроде бы, он осматривается, что ему делать. Так он же должен допустить возможность себя другого. И вот это самая большая сложность. И если нет примера, если нет кейса, то он никогда на это не решится. Вообще у нас наша тема, она сложная, потому что мы вроде бы технологическая компания, мы вроде бы сервис, и мы вроде бы про образование. Образование это не услуга, это не сервис. И нам вообще всегда, всей команде приходится очень часто немножко себя переводить в чувство, что мы это не заказ такси. Мы это то, что часто возвращает человека к самому себе. Так получилось, что взрослое образование дискредитировало себя за последние 20 лет в нашей стране. И взрослый человек, он не верит, что вообще что-то может во многом поменяться благодаря образованию. Он верит скорее в то, что можно связи, еще что-то, но точно не образование, но точно не сам. Мы очень четко артикулируем то, что, с нами возможно вот это другое будущее. Ведь дело, да, это это то, что, вытаскивает часто. Я нужен, я востребован, у меня получается. А вот дальше что происходит? А дальше мы видим совершенно другое, что что часто вот эта мотивация на на изменения, ох, как она отличается. И часто люди, у которых есть какие-то сложности, они на самом-то деле чуть больше открыты к тому, чтобы делать что-то другое. Всем привет. Что касается учебы, то, наверное, я бы сказал, что все идет, но не так быстро, как бы мне хотелось. Такой момент, что очень непонятен язык, этот птичий язык, умение разговаривать на языке СММ-специалистов. Каждый день происходит так, что у тебя находится очень много дел, и совсем не хочется делать учебу, но сегодня я дала себе установку о том, что я просто не выйду из-за компьютера, пока я не сдам домашнее задание. Я рос в Челнах, набережных Челнах. Учился на тройке. Врать не буду. Пока было у родителей время, они занимались, потом работа. Я немножко почувствовал расслабон. И все, связался с мальчишками, начал где-то прогуливать, где-то что-то. И чего потом после школы делал? Поступил в училище на ветеринара. Закончил обучение, работал на птицефабрике какое-то время.
поступил в обучение на педагогический институт. И как долго работал? 2 года. Ну, дальше вот произошла беда. Были у меня там уже дружки, знакомые. Они, естественно, не работали и предложили снять квартиру на своими. Я был в то время еще такой наивный, добродушный. Думаю, почему нет, ну, помогу. Снял. А там, получается, были закладчики, хранили наркотики. Через 3 месяца ко мне пришли сотрудники и начали, ну, объяснение требовать, почему снял. Сначала проходил вроде как свидетелем, каких-то лиц, ну, там, не обнаружили. В общем, я оказался в составе группы. А, ну, на твое имя, в смысле, что это было, ну, как Ну, бы я там снял, в договоре, что ли? Да, я в договоре, естественно, по своему паспорту снял на себя квартиру. Не думал, что подставят, ну, как бы были такие дружеские отношения. 2 года шло следствие, суды. Я был под подпиской. Прошел суд, мне дали 9 лет. Ну, мне 4 года было, меня забрали в приют. Такой процесс. Из приюта там, в другой приют, потом с другого приюта в другой приют. Вот, и так до школьного возраста я по разным приютам меня кидали. Потом, когда мне исполнилось вот 7-6 лет, я уже особо не помню, нас с братом разделили по разным интернатам. Ну, потому что так было бы легче нас усыновить, если что. В детстве чем ты интересовался вообще? Кем хотел стать? Помнишь? Например, хотел строить ракеты. Серьезно, у меня очень хорошо все было по математике, геометрии, физике. И мне было, на самом деле, это интересно. Ты вообще из вашего потока, по-моему, единственный, кто это после интерната поступил учиться и закончил. Потому что всех обычно выгоняли. Ну, наверное, не единственный. Ну, наверное, доучился, да. Ну, вот я закончил колледж, подал документы в Институт культуры в Питере. В общем, не поступил. Ну, не поступил не потому, что не смог поступить, а просто я заболел в этот день. Вот. Когда экзамены были? Да, на вступительные экзамены. Я просто с утра проснулся, у меня лихорадка, у меня флюс вскочил, у меня вот щека за ухо выпирала. Ну и подумал, что можно будет в армию сходить и через год поступить еще раз. Ну и до армии решил найти работу. Нашел работу на Авито, устроился. Работа — это розничная торговля, нужно было ходить по квартирам, предлагать товар. Какие? Это система там безопасности на утечку газа, противопожарная. Ну и там много было разного товара. Всякие лампочки там, всякие такие. Это первая вообще твоя Первая работа, первый мой опыт вообще. То есть я даже не понимал, когда я устроен официально, неофициально. Мне сказали, какой-то трудовой договор мне дали. Я подписал, но думаю, ну все, официально, наверное, трудоустроен. Поработали в Обскове немного, потом в Великих Луках, потом в Великом Новгороде и потом в Петрозаводске. Я с утра, как обычно, мы в офис, там к 8 часам собирались в офисе. Вот. Там была разминка, мы там тренировали диалог свой, получил товар, все, выбрал территорию и пошел. Еще в этот день еще ко мне брат приехал, я его с собой тоже зацепил. Ну так, пусть посмотрят, чем я занимаюсь. Я зашел в квартиру, там ничего не продал, выхожу и смотрю, в подъезде нет света. Я начал спускаться к двери уже, выход из подъезда. Открываю дверь, а там какой-то мужчина в кожаной куртке стоит. Мне показалось, что я его дверью ударил. Я извинился, такой говорю, проходите. Он, поворачивается, там газелька, открывается дверь, и на меня бегут 4 человека с автоматами. Все, валят прямо на ступеньках. Я сначала подумал, что это какой-то то ли розыгрыш, то ли они обознались. Вот. Но серьезно, я вообще никак не предполагал, что это за мной. Повалили, застегнули наручники, закинули в газельку. Ну и уже в газельке там забрали телефон, все это.
Привезли в отдел, я захожу, смотрю, а там все люди, которые со мной работали. Мы, так сказать, попереговаривались немного. И мы начали понимать, что нас обвиняют уже в мошенничестве. Они как бы от чего в вашей работе, ну, им показалось мошеннического? То, что мы представлялись государственной службой, вот, и якобы от государства мы, прикрываясь государством, мы предлагали там льготные программы и ну, то есть, короче, вводили заблуждение. Да. Там. Следствие длилось, оно до сих пор длится. Вот. Сколько длилось? Уже больше 2 лет. То есть 2 года ты сидел... Почти 2 года, да, я просидел в СИЗО. А потом что-то изменилось, да? И потом тебе... следователь, видимо, понял, что он сейчас уже все равно скоро уйдет. Ему как бы уже все равно на это дело. И он, так сказать, решил выпустить. У тебя браслет был. Да. И сейчас чего? Будет какой-то суд, видимо? Ну, я думаю, окончательное, то есть приговор, думаю, следующей осенью будет. Еще год? Думаю, да. И все это время ты должен находиться здесь в Карелии, да. Ну, это стрессовая, очень стрессовая ситуация, потому что все-таки на воле семья и такой резкий переход вдали от всех, тем более срок такой немалый. И очень трудно это переварить. Взять жену, дочку, ты уже как бы не участвуешь в воспитании. Что вот для тебя за эти 4 года самое такое сложное было? Все-таки осознать то, что теряю столько времени в своей жизни. Молодостью свою, получается, мог оставить там. Хотя бы, и так полмолодости, уж говоря, грубо говоря, провел в колонии. А сейчас у нас такой проект. Мы работаем с осужденными к принудительным работам. Это такой вид наказания, когда осужденный ночует в исправительном учреждении, а днем выходит на обычную работу. То есть у него обычная одежда, не роба. Он имеет возможность видеться с семьей, он имеет возможность пользоваться сотовой связью. То есть это такая плавная интеграция в общество. Вот ты когда вышел, то есть тебе каково было вообще вот? У меня была такая эйфория. Я это назвал своим 2-м днем рождения. Было вообще, клево. Я помню этот день. Это было 3 сентября. Я включал Шафутинского. Был такой солнечный день, бабье лето. И мне даже казалось, работа такой интересная. Хотя я начинал с разнорабочего. Что-то я там копал. В принципе, это было мне так, даже это нормально, так весело, то, что я работаю с вольными людьми, сейчас уже ближе к семье. Все это уже, мне это было все уже проще. Слушай, ты молодец, что ты как-то, я просто пытаюсь себя представить, мне кажется, я бы сломался. То есть такой, срок. У нас порядка 160 человек трудоустроено. Львиная доля тех, кто там содержится. Устраиваем в самые различные организации по, скажем так, возможностям человека. Я на данный момент сейчас работаю инспектором по кадрам. А кому это такая возможность дается? То есть всем желающим или? Нет, это только тем, кто настроен на положительный лад, кто положительно характеризуется. Я так понимаю, что вы, наверное, ведете эти переговоры с работодателями? И как вообще вот это? Сейчас лед тронулся. Раньше было тяжело. Год назад, грубо говоря, мы начали вот этим заниматься. И сейчас уже прям некоторые наши клиенты звонят и говорят, нам только ваших осужденных. Как вы смотрите на инициативу Skillbox? Это отлично. Прям даже когда с нами связались, тот же Радик, я говорю, Радик, хочешь стать программистом? А он даже никогда в жизни не думал. Я вижу, что он парень толковый. И есть у него потенциал. Прям, мне кажется, для него мир перевернулся. Потому что, он вообще даже в эту сторону никогда не смотрел. А тут, когда он видел, что в принципе, он недавно ко мне подходит, я, говорит, начинаю понимать, я не тупой. Сегодня 9 ноября 2021 года. Я приступил к учебе
Сижу за ноутбуком, прохожу переменные Java. Это 2-й модуль. К сожалению, дальше 1-го модуля я не прошел. Очень сложно выкроить минутку вообще для учебы, потому что очень много работаю. Вот уже 2 недели работаю без выходных. Вот мне сейчас должны дать выходные. Я постараюсь выполнить за это время домашнее задание и сделать тест. Тебе, кстати, то, что ты в детском доме был, тебе это Конечно. каким-то образом... Конечно. Я думаю, ребята, которые не привыкли постоянно находиться в окружении столько людей, мне кажется... Хотя, я думаю... Не знаю. Ну, да, пригодилось, конечно. Какие-то Помогло, моменты да? просто я знал. Ну, знаешь, вот у меня один тоже детдомовский парень из другого, правда, интерната. Он, знаешь, проникся вот этой всей романтикой такой, и он прям уже у него систематически заезжает. Но тебя точно как бы это не впечатлило никак? Вообще ни разу. Я не понимаю, что там романтического. Для меня это сумасшествие, это безумие. Там делать вообще нечего. Сейчас, как вы знаете, локдаун, и у курьеров очень много работы. На этой неделе я очень много работаю, и все равно я нашла себе день выделить для учебы. Я сегодня посмотрела видео 1-го своего курса и 2-го уже веб-дизайн с 0 до про. Выходные полностью выделю себе на учебу и закончу 3-е домашнее задание. Я закончил 2-й модуль. Наверное, учеба продвигается медленнее, чем было в начале. Много всяких интересных фишечек наблюдается. Вот есть единственное, что страх экспериментировать на своем аккаунте. Вторая история – это мы договорились с 1-й колонией, куда мы заходим уже с готовыми продуктами. И уже люди, сидящие, учатся до момента, как они вышли. Вот это самое серьезное достижение, которое мы сделали за этот период. Может быть, для этого так долго мы это готовились этот проект, потому что хорошо помогать тем, кто уже вышел, но круто готовить уже людей, которые сидят сейчас, потому что они выйдут, а дальше они могут потеряться и, к сожалению, вернуться. Вот это большая проблема с возвращением в путь криминала. А вот на зоне вообще чем-то можно заняться? Какой-то работой или чем-то, каким-то обучением? В выходных там мало очень девчонок. Они шьют, то есть они занимаются хозработами всякими. Это, например, убирают там территорию, красят заборы, перекрашивают в один цвет, в другой цвет, в другой цвет. Ну, да, пересаживают цветы, там, что они еще делают. А какой-то полезной деятельностью, ну, там, самообразованием чем-то можно заняться? Я знаю, точно знаю, потому что я узнавала для себя. Там можно выучиться на сварщика. Там библиотека, какая там библиотека? Там раз в неделю можно было поменять книги. Там тебе в камеру давали, там 6 книг. И я читал книжки. Какие книжки? Я, на самом деле, я не могу умные книжки читать. Я в основном всякую фантастику, фэнтези читал. Одну книжку раз в неделю? Ну, можно сказать, что одну, потому что на одного человека одна книга. Ну, я читал за всех. То есть кто-то... Я за всех брал, такой, ребята, вы же не читаете книги, я вот вашу возьму и... Единственный доступ в мир – это телевизор. Без телевизора начинается давление на друг друга, то есть от нечего делать начинается ругань. Компания защищенной телекоммуникации в 2010 году была образована, и мы сейчас строим экосистему сервисов для исправительных учреждений. Подожди, стой. Давай вот у меня такое представление, да я думаю, у многих, о том, что люди, которые находятся в заключении, они не имеют никакой связи как бы с внешним миром, кроме как по вот установленные какие-то встречи, там, переписки. Это не так разве? Но на самом деле это не совсем так. Примерно так звучит даже миссия нашей компании. Помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранять связь с близкими и внешним миром. Базово у них, конечно, есть право на свидание, право на переписку, но с развитием с 2010 года тех сервисов, которые мы предоставляем, у них также появилась возможность и телефонных звонков легитимных,
и видеозвонков, они видят своих детей, близких, матерей. Круто вообще. Да, да, и они как будто папа уехал куда-то там на нефтяную там, верфь или куда-то в море. Каждый день примерно, там, или каждую неделю у нас появляются новые учреждения, которые мы подключаем. Но в целом почти 95% учреждений уже подключено к связи. И 95% учреждений вообще в стране. Да, колонии, в основном колонии. Вот сейчас в том году запустили еще образовательный сервис, образовательную платформу. И теперь начинаем делать учебные классы в исправительных учреждениях. И у них так появляется возможность еще получения дополнительного образования. Ну, то есть сидишь в колонии 2 года и получаешь новую профессию, вместо того, чтобы просто тратить свое жизненное время. В том году мы, когда запускали этот проект, мы обратились в несколько вузов и платформ образовательных, и были, на самом деле, очень, очень приятно удивлены, когда ведущая платформа образовательная, которая является Skillbox, искала также партнера. Мы устанавливаем аппаратно-программные комплексы в исправительных учреждениях, которые подключаем к своим защищенным каналам связи без доступа к интернету, потому что это запрещено, надо это понимать. И там есть только возможность доступа к образовательной платформе. Это очень востребовано. Потому что рецидивы как раз и случаются из-за того, что люди себя не могут найти на воле в основном. А как вообще общество смотрит на ваши инициативы? Как-то вот это... Очень неоднозначно. Yeah. Ну, например, так как мы IT-компания, у нас вообще-то IT-продукт серьезный, мы набираем разработчиков, и когда разработчики узнают суть работы нашей компании, они говорят: о, нет, вы с заключенными работаете, как можно, фу, ужас и так далее. Это было на первых порах, потом я как-то не выдержал и даже пообщался с парочкой и говорю: слушайте, а что стыдного? Ну, то есть стыдно в то, что вы помогаете людям, то, что даете возможность видеть своих детей, дочерей, матерей, это стыдно? Ну да, люди совершили свою ошибку, они несут свое там наказание, но что стыдного в этой работе? Поэтому отношение неоднозначное. Знакомые, когда или просто люди, с которыми я знакомлюсь, узнают, где я работаю, и говорят: а, это вот по вашей телефонии мне звонят и говорят, что это служба безопасности банка. Я им сразу объясняю, что на самом деле нет, это не про нас, мы как раз вот с этим боремся и предоставляем альтернативные нормальные возможности связи. Я сейчас нахожусь на работе. Ну, каждую свободную минутку я сижу и занимаюсь учебой между работой, да. Я тут сейчас кое-что не поняла, но я сейчас напишу преподавателю, он мне быстренько все объяснит. И это очень круто, что преподаватель такой отзывчивый. Сегодня 26 ноября, вот у нас в Карелии выпал снег, что очень сильно сказывается на моей работе. И вот в прошлом видео я говорил про 2 выходных, они у меня не состоялись. Начальник вечером позвонил, сказал, что мы выходили на работу. Сейчас также приходится работать допоздна, так как работа у меня сезонная. Ну, то, что я планировал сделать на тех выходных, я не сделал. Но начальник обещал в ближайшем времени, вот где-то в начале декабря, перерыв в 2 недели. За это время я постараюсь догнать ребят. Вот они уже в общем чате отписываются, то, что уже закончили 2-й модуль. Надеюсь догнать их, а возможно даже перегнать. Как сложно найти работу по освобождению? Нет, работу найти очень-очень сложно. Я вот разговаривал с ребятами, которые освободились. Я же говорю, как они, служба безопасности проверяет то, что человек был осужден, или узнает о том, что человек отбывал. Все, ты сразу ты не подходишь под эти критерии, хотя ты вроде бы уже не поступаешь, ничего плохого не совершаешь, но вот этот ярлык, он остается ярлыком. Если они знают, что ты уже отбывал наказание, грубо говоря, при тебе уже боятся ставить сумку, хотя ты вообще ни разу не был в этом замечен, и все равно люди уже шепчут друг другу, смотри. Немногие, я думаю, что могут проникнуться зэками. У некоторых людей, если ты зэк, то на тебе крест стоит, все, ты не человек больше. Что отсидел, значит, рядом не стоять, можешь еще раз убить, еще что-то сделать. Мне говорили, что какой-то у тебя был проект, где у тебя работали, да, где были сотрудники. Да. Расскажи об этом. Проект назывался Rocket Go. Это проект мы продавали экскурсии в розницу по оптовым ценам по всему миру. Из них 2 ключевых сотрудника были как раз бывшие заключенные. Как так получилось? Я увидел
на почте, искал сотрудников, увидел видео-резюме. Это было, да, в 2016 году, да, если быть точно, в конце. И, находясь на Сахалине, мне показалось видео-резюме инновационным. Что оно видео именно для меня тогда. Оказалось, что этот человек несколько дней назад вышел из тюрьмы. Его зовут Максим. Я сразу ему подтвердил «да», потому что человек, который вышел из тюрьмы и которого не тянет в праздность, гулять там, и тому подобное. Потому что зачастую именно так там, развлечения восполняют некоторые заключенные. Отметить, Да. И мне сразу стало понятно, что он хочет просто наверстать упущенное время. И я взял этого сотрудника, чему был очень сильно рад в будущем. Максим как раз занимался привлечением партнеров вместе со мной. Делал это довольно эффективно. Ты считаешь, это какие-то его особые качества? Да, как он говорит, пацан сказал, пацан сделал. Да, то есть абсолютно это так и происходит. Умение договариваться. Мошенник, наверное, лучший продажник. То есть это вот эту вот энергию просто надо направить в какое-то в нормальное русло, и будет результат. Были и другие сотрудники, но продуктивность его была, и вообще это в раза 3-4, наверное, выше. Очень рад вообще, что с ними сотрудничал. Это, конечно, удивительно все слушать, потому что большинство работодателей, наоборот, относятся с, мягко говоря, настороженностью. А по-честному, никто не хочет брать на работу. Почему, как ты думаешь? Потому что, первое, принимают на работу часто не предприниматели, да, в те компании, которые стремятся больше всего, а менеджмент. Менеджмент не хочет рисковать и принимать на себя ответственность. Он еще не знает даже, на что способен этот сотрудник, поэтому на этом этапе легко отказать. Для меня же это не является ничем-то существенным. Сегодня 18 декабря, суббота. Я в исправительном центре номер 1 в Казани, в своей комнате. У меня такая небольшая, уютная. Открыл компьютер, Skillbox. Надо закончить домашнее задание. Пока сложности не встретил. Единственное, у меня проблема со временем. Не знаю, хоть уходи на больничный. Я вижу, что по сравнению с своими однокурсниками у меня идет опоздание. Пока все так же по учебе все очень печально. Не могу уделить время на учебу, потому что только что пришел с работы. Сейчас уже где-то 12 часов. Также узнал то, что старый друг, с которым не виделись уже больше 5 лет, узнал то, что он тоже в программировании. Он уже Java-программист полноценный, работает на удаленке. Я думаю, спрошу у него совета. Вообще какие-нибудь тонкости узнаю. Я по своему опыту вижу, что люди охотно жертвуют деньги и как-то вовлекаются, например, в какие-то проблемы, которые связаны с детьми, с животными, и менее охотно, например, или же совсем неохотно в кейсы с бездомными или уж тем более с заключенными. У нас как-то это не самая такая популярная категория для помощи, поддержки. Вы как-то почувствовали это? Даже внутри у нас есть отторжение. Люди сильно боятся. Почему это? Возможно, есть какой-то личный опыт. Возможно, боятся ущерб компании, что будут думать, что мы только с заключенными работаем и только для заключенных делаем продукт. Репутационные риски. Репутационные, да. Это такая стигма, которую все боятся говорить. Замалчивание, табуирование является пространством, где формируются некоторые домыслы, где формируется часто недопонимание, злость, агрессия. Чем больше тем становятся открытыми для диалога, тем мы становимся ближе к чему-то разумному, что ли. Если мы как бизнес можем что-то в этом смысле сделать, классно, значит, мы будем это делать. Если действительно совпадет искреннее желание человека измениться, да, и ваша готовность ему в этом помочь, и наверное, в этой связке будет самый такой максимально Я верю, что результат. Еще это государство, если заметит, по-настоящему заметит, пока мы маленькими шажками идем, совсем маленькими, но если это прям государство заметит, это совсем же другой подход, правда. И государству это нужно, и государство это тоже понимает. Даже хотя бы в том, что нам
цифровизация экономики предполагает, что вот этих вот цифровых работяг будет нужно очень много, а их неоткуда брать. И единственное, кто может обучить их, это вот такие вот онлайн-платформы образовательные, как мы. Сдал 4-й модуль. Довольно-таки было интересно и проходить это задание, изучать и пытаться что-то свое не изобрести. Ну да, изобрести. В общем, появилось понимание, что задания, которые связаны с креативом, мне как-то более интересны. Я плотно изучаю 6-й модуль. 5-й модуль я выучила и сдала за один день, и мне его в этот день еще и приняли. А с 4-м модулем у меня были некоторые проблемы, и я его сдавала, наверное, недели 3. Надеюсь, следующие мои модули, оставшиеся, я сдам как 5-й, то есть очень быстро. Я и радуюсь, конечно, когда задание получается сделать, и преподаватель пишет комментарий, что все получилось. Вот, поэтому процесс идет, мне интересно за долгое время, вот, интересно что-то изучать новое. Сижу за учебой, сейчас уделяю по 2 часа времени, договорился на работе, слава богу, что вошли в положение, поняли меня. Сегодня 11 января, много чего произошло. Я поменял курс с Java-разработчика на веб-дизайн и Figma с нуля до Pro. На каникулах было много времени, чтобы ознакомиться, и я прошел 1-й модуль, выполнил домашнее задание на отлично, и теперь разбираюсь со 2-м модулем. Социальная инициатива «Жизнь после» от Skillbox по ресоциализации людей, вышедших из тюрьмы, тестово началась почти год назад. В октябре 2021 года 4 бывших заключенных начали обучаться новым специальностям на курсах Skillbox. Java-разработчик, веб-дизайнер, графический дизайнер и продвижение в Instagram. К июню 2022 года Рома и Лиза уже закончили обучение. Лиза даже записывает свой музыкальный альбом, ссылка на него есть в описании. Радик и Рустам продолжают учиться, совмещая занятия с основной работой. А Рома решил помогать людям в сложной ситуации и работать психологом онлайн. Для всех 4 жизнь не закончилась на тюремном сроке. Инициатива от Skillbox работает и может изменить судьбы огромного количества людей. Привет. Меня зовут Сергей Попков. Так получилось, что я сооснователь образовательной платформы Skillbox и... Меня зовут Надежда, я работаю в бренд-отделе. Здесь наш основной офис, здесь все начиналось. Это у нас лекторий. Здесь обычно проходят трансляции открытых дипломных защит. 4-й этаж — это практически все студии. Вот одна из них. Раньше, я помню, писали все гораздо сложнее, потому что мы вначале писали, потом была корректура цвета, звука. Сейчас все пишется прям сразу, молниеносно, на чистовую, потому что мы снимаем какое-то безумное количество образовательного контента. Вот даже помню, у нас 4-й квартал 2021 года или 2020 мы сняли больше контента, чем Netflix. То есть мы как образовательный Netflix. Да. Можно попробовать посидеть в кадре? Да, можно, да? Посмотреть, как она вообще преобразуется. Да, конечно. Я, кстати, буду для своего альбома себе обложку делать, так как я уже начинающий дизайнер, можно так сказать. Можно сказать, что это full-stack артист. Дизайнер. Нет, full-stack артист. Да, то есть да, как бы артист сам пишет музыку и делает себе обложки. Вообще идеально. Как еще раз можно, я запомню? Full-stack артист. Все, так и напишу все в Инстаграме. Сейчас это очень популярно. Да-да-да. У нас раньше был специалист по включению рубильника, специалист по выключению рубильника. Теперь вот. человек все. А все в одном, да. Full-stack называется. Творческий заповедник, 3-й этаж, дизайн-отдел. Когда я начинал, не было, во-первых, вообще, в принципе, таких классических курсов. Тогда продавались такие толстые книжки в магазине, и все, ничего не было. Причем тогда, я не знаю, то, что сейчас можно пройти за пару вечеров на
уроки там на Ютубе каком-нибудь, то раньше нужно было там собирать, не знаю, годами. Меня это очень вдохновляет. Я смотрю на ваш офис, и мне хочется заниматься этим, грызть это и Здорово. работать. Хотел уточнить вас. Вот после обучения можно рассчитывать, да, что вы можете помочь в трудоустройстве? Карьерный центр. У нас отдельно работает карьерный центр. Он помогает подготовиться к трудоустройству. Как люди себе представляют, в принципе, трудоустройство, и как особенно те, кто совсем никогда не сталкивался с поиском работы, им кажется, что если закончил какое-то конкретное обучение, вот, и дальше ты приходишь, и если у тебя есть какой-то посредник, который тебе помогает, вот он привел тебя, посадил, сказал, вот, теперь ты работаешь здесь, а делать тебе предварительно для этого ничего не надо. Вот, к сожалению, так не работает вообще никогда. Всегда очень важно личное участие, личная инициатива и приложенные усилия. И трудоустройство точно так же раскладывается на конкретные шаги, которые нужно выполнить для успешной реализации этого проекта. И у нас есть и вебинары, и предзаписанные уроки, и личная прям часовая консультация, где консультант покажет, расскажет, задаст вопросы, поможет это резюме сформировать и поможет сориентироваться на какие должности, на какую зарплату стоит претендовать в самом начале. А есть ли у вас какая-то статистика или, может, какие-то наблюдения вообще, как много ли выпускников устраиваются? Да, у нас есть статистика, у нас есть довольно похвальные результаты. Центр развития карьеры работает у нас с конца 2019 года, и с этого времени мы уже помогли с трудоустройством более чем 6 тысячам людей, которые закончили какие-либо наши курсы. 88% кандидатов, которые к нам обращаются и готовы, да, искать работу, то есть в активном поиске находятся, они эту работу находят в течение пары месяцев. Вот по поводу собеседования, я так понимаю, что даете какие-то советы, да, конечно, какие-то рекомендации. А вот в нашем случае, да, если там у ребят есть в их жизни там эпизод вот с заключением, как на ваш взгляд, стоит об этом говорить или не стоит об этом говорить, или как-то об этом надо говорить правильно? Смотрите, об этом говорить нужно обязательно, как и на самом деле обо всех особенностях, обо всех ограничениях. Я перед нашей встречей как раз проводила тоже опрос среди своих знакомых, среди HR-ов. Вот, мне рассказали конкретную историю, как пришел человек на собеседование, устраиваться на работу, и сам сразу сказал и на собеседовании, что у него была судимость, и потом заполнял анкету для службы безопасности. Служба безопасности пообщалась с будущим руководителем, сказала, что вроде все честно сказал, это главное. И все, и кандидата тогда взяли. Вот, у меня нет однозначного ответа на вопрос, в какой момент нужно это указывать. Мне кажется, что если указывать это сразу в резюме, то, с одной стороны, можно напугать большое количество работодателей сразу, а если говорить об этом на собеседовании, то тоже можно потерять время на большом количестве собеседований. Но если, например, речь идет о фрилансе или каких-то заказах, это, наверное, там... А никто никогда и не узнает, скорее всего, да. И я думаю, что если наработать сначала базу отдельными заказами на фрилансе, то наступит момент, когда никакие ваши личные особенности и ваше прошлое уже не будут иметь значения. Расскажите о ваших впечатлениях. Как прошли эти полгода? Мне прям очень понравилось. Я непроизвольно сравнивал свою школу с тем подходом, как это было в скиллбоксе. Сам преподаватель, когда мне отвечал «Здравствуйте, Роман, вот посмотрите». То есть меня это настолько умиляло, и я непроизвольно вспоминал своих учителей, которые прям, слышь, то есть, наверное, это закрыло какой-то, гештальт, что не так все плохо. Мне, как человеку, который большую часть своей жизни был социально неадаптивен, вот этот момент заботы, внимания, усидчивости к проблемам, причем это не наигранно, да, то есть созвоны,
Вот это на самом деле явилось огромной мотивацией, наверное, для меня самой большой. Я прям звонил друзьям домой и говорил, вот как надо было, и все бы было по-другому. Ну, у меня вообще сама по себе жизнь насыщенная, и еще я тут включился в этот проект, как бы добровольно, сам захотел. Думаю, ладно, попробую свои силы. Первый модуль, зашел хорошо, я даже себе думаю, так, круто, получается. На втором модуле, начало не получаться у меня, я такой думаю, какая-то ерунда. И единственная моя ошибка была то, что я не обратился к преподавателю, пытался сам разобраться. И пока все это делал, у меня как-то и все спало на ноль, пропало настроение в этом плане. И вот нас сегодня всех собрали тут вместе. И поговорил с командой Skillbox, они как бы объяснили мою ошибку, то, что надо было работать с преподавателем в ПАС, как бы одному это очень тяжело. Сейчас планирую закончить начатое. Как у тебя прошло обучение? У меня в целом прошло, у меня еще точнее не прошло, потому что я закончила 1 курс, у меня их всего 3. У меня мотивация прет и прет, потому что я понимаю, что это может помочь моему будущему. Осознание приходит тогда, когда ты вспоминаешь, что у тебя было раньше, и не хочется к этому возвращаться. И ты такой, так, открой-ка я ноут. У тебя, получается, кроме учебы еще как бы 2 работы, да, и хобби твое. Как вот это все, тяжело ли было совмещать? По сей день мне это тяжело, безусловно, совмещать, потому что я сейчас работаю без выходных. Когда я работаю на своих доставках, там между доставками я там иногда даже в машину с собой беру ноут, там пока нет заказов, я открываю ноут и сижу, делаю. Друзья очень рады за меня, и они гордятся мной. Скажу такими простыми словами, встала на путь истины, вот так. Меня просто никогда не заставить было учиться. То есть учеба для меня это прям ноша такая была, такой рюкзак с кирпичами. И тут мне просто в кайф учиться. Это первый раз в жизни, когда мне в кайф учиться. И я реально получаю от этого удовольствие. Какие планы на будущее? На самое ближайшее будущее, это 30 июня я выпускаю свой музыкальный альбом. Вот. Дальше, то есть я буду смотреть, как бы, вот мы с Романом уже договорились, что там он мне подскажет, как мне сделать рекламу, то есть то, на что обучался, это мы тоже затронем. А как вот ребята, которые в центре с тобой живут, ты вообще рассказывал? Да, я рассказывал, они тоже там, как ты попал, что, им стало интересно, там онлайн-обучение вообще. Если бы такая возможность, была в заключении, как бы, пользовались бы вы ей? Это 100%, потому что вот мне, например, да, когда мне было нечем заняться, у меня было столько энергии, мне хотелось сразу чему-то новому учиться. Я сидела, не знаю, переписывала книги, можно сказать, там, в тетрадку себе, потому что, как бы, если бы у меня там был ноутбук и были бы какие-то видео, где я могу чему-то научиться, то, мне кажется, я бы там 10-15 курсов прошла. Такая, заряженная просто вся, не знаю. По мне, так это очень крутая идея, это прям просто вот... Есть там такой поток энергии, и его возьмут и направят в учебу. Потому что, реально, из-за этого потока энергии столько ссор происходит там, до всего просто. А тут просто раз и на учебу. Какие вот ты можешь дать советы, тем, кто будет подаваться на грант? Будет период, когда будет казаться, что это точно не мое. Возможно, будет период, когда будет казаться, что сил на это нет, надо все бросить, и я там не способен ни на что. И там, мне кажется, нужно доделать. Попробовать дать шанс себе собраться и доделать. Как показывает практика моей жизни, все пригодилось абсолютно. Даже весь тот опыт, казалось бы, ужасный, каким-то чудным образом вывел меня, что вот мы сидим сейчас и разговариваем. Не было бы его, не было бы сейчас этого диалога. Перед вышедшими на свободу людьми встает огромное количество проблем, от психологических до материальных. Времени думать об образовании почти не остается. С инициативой от Skillbox заключенные могут начать учиться прямо в тюрьме, а значит, выйдут на свободу, уже овладев актуальной и востребованной профессией, и смогут найти работу в компании или на фрилансе. Федеральная служба исполнения наказаний согласовала запрос на открытие доступа к курсам Skillbox в одной из колоний. Обучение уже идет. Тематика курсов варьируется от фотографии и программирования до обучения кондитерскому мастерству. Студенты будут учиться онлайн, переписываться с преподавателями и общаться с психологами.
а доступ к курсу будет открыт навсегда. Если вы или ваши близкие недавно вышли на свободу и испытываете трудности с получением образования и работой, заполните анкету на сайте жизньпосле.org. А если вы руководитель колонии и заинтересованы в этом проекте, отправьте запрос на почту lifeafter@skillbox.ru. Жизнь после заключения может быть полна новых перспектив, новых возможностей и новых профессий. Главное – всегда стремиться к лучшему.